прошлом видео на примере фотограмметрии я показывал, как можно сделать конструкцию забора. Сегодня я хотел бы показать, как я делал отливы для окон. Небольшая предыстория. Дело в том, что толщина стен моего каркасного дома достаточно небольшая, и, соответственно, те варианты, которые можно купить, они не очень подходят, так как окна не сильно глубоко утоплены внутрь стены. Поэтому, если их поставить, они будут торчать наружу достаточно прилично. И плюс, да, конечно, есть возможность заказать отливы в жестяной мастерской, которые делают из покрашенной жести по нужной длине и всякое такое. Но такие отливы у меня стояли, и у них было два минуса. Во-первых, они не очень подходили под каждое окно. Где-то они подходили более-менее точно, как надо было, вплотную к стене, где-то они выступали. В общем, из-за индивидуальных особенностей получался разнобой, так как тот человек, который делает в мастерской, не знает и не может знать, какие особенности индивидуальные на каждом окне, а таких окон довольно много. И минус таких жестяных отливов состоит в том, что они держатся очень недолго. Буквально 1-2 штормовых дня, и ветер загибает эти металлические отливы, мнет их. В общем, они свою функцию перестают выполнять, так как вода загоняется и под них, и сверху в них, и они мятые, и теряют внешний вид. В общем, мне это не устроило. Да, можно делать разные варианты. В сети на каналах YouTube можете увидеть очень большое число вариантов, как это делать, но я хотел именно металлический, именно стойкий ко всяким погодным условиям, особенно сильным штормовым ветрам. Ничего не боялся и легко обслуживался. И пришел к выводу, что интересно было попробовать сделать отливы из нержавеющей стали. Естественно, вопрос состоит в том, чтобы как их подогнать под текущую геометрию дома, точнее вот то, что есть, и у каждого окна есть индивидуальные особенности, и под них нужно подогнать из этого довольно дорогостоящего материала отливы. Я сделал фотограмметрические модели, вот пример одного из окон. Благодаря такого типа штукатурки потребовалось очень немного снимков, и они вышли довольно неплохо. Этот вариант я показываю без облачной обработки, это напрямую делался меж. Он не очень хороший, сейчас я понимаю, что можно было получить получше, но достаточно хороший все равно для этих целей. Итак, у меня вот есть окно, я его привел к размерам реального и мог теперь проектировать отлив. Вот такой отлив получился у меня в проекте. Он достигается довольно простыми способами. То есть мне нужно всего-навсего создать одну из плоскостей рамы. И дальше уже дело техники, так как это листовой металл и не требуется ничего сложного. На примере другого окна я могу показать, вот, собственно говоря, и весь проект. То есть мне не нужно даже привязываться к опорным точкам самой сетки поверхности. Мне достаточно на плоскости нарисовать нужный профиль отлива и вытянуть его в разные стороны. В данном случае это всего-навсего один единственный эскиз. Дальше я выдавливаю этот профиль и получаю готовое изделие. Делаю нужные фаски, отверстия под дренажные. Интересно, я здесь высверливал вручную отверстия, так как в раме не было дренажных. И на фотограмметрической модели вот это черное пятнышко видно, где они расположены. Таким образом, я смог совместить даже с этими отверстиями еще на этапе проектирования. Ну и, соответственно, результат получился меня вполне устраивающий. Я сделал 3 отлива. И они оказались идеально подходящими к этому месту. То есть не нужно никаких дополнительных работ. Не нужно никаких расчетов. Еще раз напоминаю, что делается это все с одним единственным измерением реального объекта. То есть я измерял какие-то точки, например, вот между этой и этой реальные размеры, и вносил их, соответственно, в меж.
Заключительным этапом является приведение этого объекта из виртуального мира в реальный мир. Для этого я обратился в организацию, которая занимается индивидуальными заказами такого рода. Передал необходимую информацию, раскрой, линии сгиба, все необходимые указания. После чего была сделана лазерная резка на ЧПУ станке и листовая гибка на ЧПУ станке тоже. Мне только осталось забрать заказ, привезти и установить его на окна. Собственно говоря, вот и весь процесс. В отражении отлива можно видеть габионную стену. У меня за спиной находится каменная конструкция из габионов, подпорная стена где-то 100 тонн. Ее тоже проектировал при помощи метода фотограмметрии. То есть можно видеть, что этот метод весьма универсален и позволяет проектировать как большие, так и совершенно небольшие изделия.